Здравствуйте, дамы и господа. Скоро выходит iPhone 16, а это значит, что линейке 12-го iPhone исполняется целых 4 года, что уже довольно немало. 12-я линейка айфонов принесла нам отдельную ветвь, отдельное направление, мини-линейку айфонов, которая, конечно, очень быстро перестала выпускаться, и 14-го мини-айфона уже даже не планировалось, то бишь вышло всего 2 модели. Но лично у меня мини-линейка айфонов ассоциировалась с какой-то инновацией и свежим воздухом компании Apple. Моя любовь к маленьким телефонам появилась еще очень давно, с iPhone 4s. После я пользовался не менее компактным 8-м айфоном, а потом пересел на большую лопату. И, естественно, очень сильно ощутил прибавку в диагонали. И тут вдруг в 2020 году начали выпускать линейку айфонов мини. И, естественно, я стал за ней следить, и она меня очень сильно заинтересовала. Я следил за рынком на модели 12 и 13 мини айфона и даже хотел их приобрести себе в использовании, но постоянно либо финансы не доходили, либо руки. Но тут мой знакомый решил купить себе 12 мини айфон, и за эту покупку я впрягся прям основательно. Сегодня мы кратко вспомним, что такое мини-линейка айфонов, почему они перестали выпускаться и их главные качества. Но больше всего интересует вопрос, как же чувствует себя iPhone 12 mini в современных реалиях 2024 года. И скажу сразу, железа в 12 линейке айфонов до сих пор с головой предостаточно для повседневного использования и базовых задач. Проблемы с лагами, подвисаниями и медленной работой телефона я вообще не заметил. Ну, может, на пару миллисекунд стал работать медленнее, но по факту на глаз это даже незаметно. Иногда, конечно, телефон начинает перегреваться и тротлить, но это при выполнении каких-то тяжелых задач, либо при работе под солнцем. Но это уже больше проблема всех телефонов, в том числе и Apple, и Samsung, и Xiaomi, и Realme и так далее. Проблем нет и не будет в ближайшие пару лет с этим телефоном, потому что в нем установлен процессор A14 Bionic, который до сих пор чувствует себя, ну, просто великолепно. А во-вторых, потому что, наверное, там стоит одна из самых оптимизированных и удобных в использовании OS iOS. Вот что я действительно ощутил при использовании 12-го мини-айфона, так это качество экрана, а именно OLED. Я на протяжении очень долгого времени пользовался AMOLED экранами от Samsung. И честно, разница между 12-м мини-айфоном и Samsung очень и очень большая. Раньше я не сильно уделял внимание экрану и думал, что ну ко всему можно привыкнуть, но когда я спустился на ступень, так сказать, пониже, прямо-таки ощутилось, и мне было немножко некомфортно пользоваться телефоном. Различные блики, затенения, а где-то даже засветы. Это все про OLED экран 12-го мини-айфона. Я думаю, что все и так прекрасно понимают, что с некоторыми базовыми айфонами, с айфонами мини и SE нужно ходить обязательно с аккумулятором, потому что они в основном не держат полный рабочий день и активную работу устройства. Но с 12-м мини-айфоном нужно ходить обязательно с аккумулятором, потому что 2400 мАh просто не справляются. И даже на релизе этого телефона заявленные Apple 17 часов автономной работы, это просто смешно. Он и 5 еле продержится. А сейчас, спустя 4 года, когда вышла уйма обновлений, он и подавно меньше может продержаться. Но лично для меня, даже несмотря на все эти минусы, iPhone 12 mini идеальный аппарат для повседневного использования, как телефон. Потому что он очень маленький, компактный и удобно лежит в руке. Это именно телефон, чтобы на нем чатиться, звонить или писать какие-то, может, сценарии, или просто как ежедневный помощник он вам очень сильно пригодится. Главными плюсами 12-го мини-айфона в роли его компактности и удобности использования это его главный минус. На нем очень тяжело потреблять контент. Но я считаю, что философия этого телефона далеко не в этом. Во всем остальном это определенно индивидуальная ситуация. Лично меня просто прет с телефонов, которыми можно пользоваться одной рукой, и они удобно лежат в одной ладони. Но мнение эта штука субъективная. Именно поэтому, по моему мнению, iPhone 12 mini это один из самых удобнейших гаджетов на каждый день. Конструкция, отклик, работа с этим телефоном просто феноменальна. Вы получаете, считай, базовый iPhone 12 в компактном и маленьком корпусе. Да, это история для людей, которым нравятся исключительно маленькие телефоны. И если вы просто юзер, скорее всего 12 mini вам просто не понравится или вы его не поймете. Хотелось бы отметить, что камера в 12-м айфоне даже спустя 4 года вполне достойная и фотографирует добротно. Обычные фотки при нормальной освещенности получаются очень хорошие. Мне очень нравится, как iPhone работает с цветокоррекцией, потому что он ее передает довольно хорошо, не перенасыщает картинку, при этом и не делает ее супер-супер низкоконтрастной. И меня очень сильно удивило то, что
что на контрасте с основной камерой ширик выглядит на iPhone 12 не так плохо, как, к примеру, у меня на Samsung S21 Plus. Оптического зума на 12 iPhone в целом не существует, есть только цифровой. Это, конечно, очень сильно заметно, и фотографии даже с небольшим зумом получаются очень смазанные. В портретнике ничего особенного я не нашел. Нормально отделяется тело от заднего фона и нормально обрабатывается. А вот фронтальная камера на 12 мини-айфоне, мне кажется, очень сильно устарела. Ну, слишком большие пересветы на небе, как будто бы просто в рай попал. С записью видео все хорошо. Если вы хотя бы чуть-чуть умеете снимать, красивые кадры на этот iPhone снять будет вообще как нефиг делать. Самым интересным является ночная съемка, причем даже не фото, а видео. И она здесь вполне хорошая. Для 2020 года это очень неплохой уровень. Вот, к примеру, абсолютно полностью лишенная освещения тропинка. Я считаю, что это вполне достойный результат для телефона 2020 года. В общем, по итогам могу сказать, что iPhone 12 mini получился максимально неоднозначным телефоном. Кому-то он нравится, кому-то нет. Но что я могу сказать точно, что это было действительно смелое решение от Apple. И таких решений, я считаю, нужно делать в компании больше, чтобы двигаться куда-то вперед. Лично я считаю, что iPhone 12 mini не подходит для обычных пользователей. В данном случае лучше взять 12 iPhone. Если вы прям угораете по маленьким телефонам, то iPhone 12 mini можно даже рассмотреть. Но поскольку у него довольно плохая батарея, советую присмотреться больше к 13 мини-айфону. Если вам понравился контент, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!